привет! Я продолжу говорить об американской философии. Это третья и последняя часть. Прагматизм, зародившийся в XIX веке в Америке, к началу XX века стал сопровождаться другими философскими школами мысли, и в конечном итоге они стали его превосходить, хотя и временно. XX век ознаменовался появлением философии процесса, которая находилась под влиянием мировоззрения и теории относительности Альберта Эйнштейна. Середина XX века стала свидетелем роста популярности философии языка и аналитической философии в Америке. Что касаемо экзистенциализма и феноменологии, хотя они и были очень популярны в Европе в XX веке, в Америке они не обрели такую популярность. Прагматизм продолжал оказывать свое влияние и в XX веке, и философ испанского происхождения Джордж Сантаяна был одним из ведущих сторонников прагматизма и реализма в этот период. Он считал, что идеализм – это прямое противоречие и отрицание здравого смысла. Он считал, что если что-то должно быть определенным, чтобы быть знанием, то, по-видимому, похоже, никакое знание не может быть возможным, и результатом будет скептицизм. Согласно Сантаяне, знание включает в себя своего рода веру, которую он назвал животной верой. В своей книге «Скептицизм и животная вера» он утверждает, что знание не является результатом рассуждений. Знание – это то, что требуется для того, чтобы действовать и успешно взаимодействовать с миром. Как натуралист, Сантаяна был резким критиком эпистемологического фундаментализма. Объяснение событий в естественном мире находится в сфере науки, в то время как смысл и ценность этого действия должны изучаться философами. В интеллектуальном климате философии здравого смысла Сантаяну сопровождали мыслители движения неореализма, например, Ральф Бартон Перри и другие. Философия процесса охватывает мировоззрение Альберта Эйнштейна, и ее основными сторонниками являются Альфред Норт Уайтхед и Чарльз Хартшорн. Основным убеждением философии процесса является утверждение о том, что события и процессы являются основными онтологическими категориями. Уайтхед утверждал в своей книге «Понятие, концепция природы», что вещи в природе представляют собой совокупность событий, которые поддерживают, сохраняют постоянство характера. Философия процесса является похожей на философию Гераклита в том смысле, что фундаментальной онтологической категорией является изменение. Чарльз Хартшорн был ответственен за развитие философии процесса Уайтхеда, сводя ее к теологии процесса. Чикагский университет стал центром аристотелевской философии после того, как Роберт Мейнард Хатчинс реформировал учебную программу в соответствии с рекомендациями философа Мортимера Адлера. Многие американские философы внесли свой вклад в аритологию. Аритология – это раздел этики и нравственного богословия, изучающий добродетель. Аритология берет начало от этических направлений античной этики и выражает стремление охватить и систематизировать человеческую деятельность и ее моральные принципы. Этика добродетели акцентирует внимание на том, насколько важны индивидуальные черты личности, а также подчеркивает саму сущность слова «добродетель», то есть то, что мы обычно подразумеваем под этим.
С середины XX века стало началом господства аналитической философии в Америке. Аналитическая философия до ее появления в Америке началась в Европе с работ Готлоба Фреге, Бертрана Рассела, Людвига Витгенштейна и логических позитивистов. Согласно логическому позитивизму, истины логики и математики являются тавтологиями, а истины науки поддаются эмпирической проверке, верификации. Любые другие утверждения, включая утверждения этики, эстетики, теологии, метафизики, онтологии, бессмысленны. Это именуется верификационизмом. Верификационизм – философско-методологическая установка на применение принципа верификации в качестве одного из основных критериев научной рациональности. С приходом к власти Адольфа Гитлера и нацистской партии многие позитивисты бежали из Германии, в Великобританию и Америку, и это помогло укрепить доминирование аналитической философии в Соединенных Штатах. Уиллард Куайн, хотя и не был логическим позитивистом, разделял их мнение о том, что философия должна стоять плечом к плечу с наукой в ее стремлении к интеллектуальной ясности и пониманию мира. В эпистемологии Куайна никакие переживания не происходят изолированно. На самом деле существует целостный подход к знанию, при котором каждое убеждение или переживание переплетаются с целым. Сол Крипке оказал глубокое влияние на аналитическую философию. Сол Крипке вошел в десятку самых важных философов за последние 200 лет. Крипке наиболее известен 4 вкладами в философию. Наиболее значительным вкладом считается метафизическое описание модальности, включающее идею возможных миров, как она объясняется в системе, известной как семантика Крипке. Его принстонские лекции, которые значительно перестроили философию языка и, как выразились некоторые, снова сделали метафизику респектабельной. Его интерпретация философии Витгенштейна, его теория истины, он также внес важный вклад в теорию множеств. Дэвид Келлог Льюис был признан одним из величайших философов XX века. Он является автором гипотезы модальный реализм, согласно которой существует бесконечное число конкретных и причинно изолированных возможных миров, одним из которых является наш. Эти возможные миры возникают в области модальной логики. Томас Кун был выдающимся философом и писателем, который много работал в области истории науки и философии науки. Он известен тем, что написал «Структуру научных революций», одну из самых цитируемых научных работ всех времен. В книге утверждается, что наука проходит через парадигмы, поскольку ученые находят новые головоломки для решений. За этим следует повсеместная борьба за поиск ответов на вопросы, и происходит сдвиг во взглядах на мир, который Кун называет сменой парадигм. Эта работа считается важной вехой в социологии знания. Были популярны работы Айн Рэнд, которая распространяла этический эгоизм, практику системы убеждений, которую она называла объективизмом, в своих романах «Источник» в 1943 году и «Атлант расправил плечи» в 1957 году. Эти два романа дали начало объективистскому движению. Объективизм утверждает, что существует объективная внешняя реальность, которую можно познать с помощью разума, что люди должны действовать в соответствии со своими собственными рациональными интересами и что надлежащей формой экономической организации является капитализм. Рэнд остается популярной, хотя и противоречивой фигурой в американском либертарианском движении. В 1971 году Джон Роуз опубликовал свою книгу «Теория справедливости». В книге излагается взгляд Роуза на справедливость, как на честность, версию теории общественного договора. Роуз поднимает идею общественного договора на более высокий уровень абстракции. Он рассуждает, что люди заинтересованы в увеличении своей
и уменьшение общей доли выгоды, полученной из сотрудничества. Для того, чтобы это преодолеть, говорит Роллс, необходимо выработать такие принципы социальной справедливости, которые бы определяли права и обязанности основных институтов общества и распределяли бы доли выгоды, полученной в результате сотрудничества по приемлемому для всех принципу. Он поясняет, что принципы справедливости – это то, что люди примут в качестве определяющих принципов при заключении общественного договора. Именно они будут в дальнейшем определять права и обязанности распределения социальных преимуществ. Роллс построил гипотетическую мысленную конструкцию, в которой он предполагает, что люди, находясь в исходном положении, между собой равны. Они не знают своего места в обществе, социального статуса, классового положения. В этой ситуации никто не может изменить что-либо для себя в лучшую сторону, что и определяет исходную ситуацию как честную. Роллс изначально рассматривает индивидов как рационально мыслящих людей, перед которыми стоит задача строительства справедливого общества. Также изначально в этой мысленной конструкции заложено то, что общественные институты, получившиеся в результате такого договора, беспрекословно подчиняются этим принципам справедливости, а люди в них занятые строят свои взаимоотношения на честности, то есть на тех условиях, на которые они согласились, будучи равными в исходном положении. Роллс рассуждает, что этот факт дал бы все основания на принятие этих принципов как общепризнанных и универсальных. Роберт Нозик в 1974 году опубликовал книгу «Анархия, государство и утопия». Книга выступает за минимальное государство и защищает свободу личности. Нозик утверждает, что роль правительства должна быть ограничена. Образование, социальное страхование, социальное обеспечение и так далее должны быть переданы религиозным организациям, благотворительным организациям и другим частным учреждениям. Аласдер Чалмерс Макинтайр – один из ведущих представителей американской политической философии и этики. Он несет ответственность за возрождение интереса к этике добродетели. Он считает, что современная философия и современная жизнь характеризуются отсутствием какого-либо последовательного морального кодекса, и что подавляющему большинству людей, живущих в этом мире, не хватает осмысленного чувства цели в своей жизни. Он рекомендует вернуться к подлинным политическим сообществам, где люди могут должным образом приобрести свои добродетели. Вне академической философии политические и социальные проблемы заняли центральное место в движении за гражданские права в трудах Мартина Лютера Кинга-младшего. Кинг был американским христианским священником и активистом, известным продвижением гражданских прав посредством ненасилия и гражданского неповиновения. К концу XX века произошел всплеск интереса к прагматизму. В значительной степени ответственность за это несут Хилари Патнем и Ричард Рорти. Патнем опубликовал множество исследований по методологии науки, философии языка, философии сознания, по проблемам этики и логики, по философским проблемам математики, физики и квантовой механики. Он создал теорию референций, направленную на опровержение тезиса Томаса Куна и Пола Фейерабенда о несоизмеримости научных теорий. Что касаемо Рорти, среди его наиболее влиятельных книг «Философия зеркала природы», «Последствия прагматизма» и «Случайность, ирония и солидарность». По мнению Рорти, отказ от представления о знании и языке как о репрезентации ведет к состоянию ума, которое он предлагает называть иронизмом. Состояние иронизма наступает тогда, когда люди полностью осознают случайность своего места в истории и содержание своего философского словаря. Рорти связал это с понятием социальной надежды, полагая, что в состоянии иронизма, без метафор между разумом и миром, человеческое общество будет вести себя более мирным образом.